Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 8 июля, суббота. Ну и помимо дня рождения командующего ВСУ генерала Залужного, сегодняшний день – это также 500-й день начала рашистской агрессии против Украины. В этой связи у многих вопрос, сколько она продлится. Этот же вопрос обсуждают сейчас многие аналитики на Западе. Я почитал, посмотрел многих из них, причем знаю, на кого надо смотреть, чьи прогнозы имели смысл сбываться, начиная еще со времен Рейгана, президента Рейгана. Ну и кое-что от искусственного интеллекта. Вы меня спрашиваете, а что на будущем говорит? Вот сейчас посмотрим. Итак, вот самое интересное, что я нашел по этим вопросам. Значит, способность, возможность кремлевского бункерного продолжать войну какое-то там длительное время. Для этого у него основные два вопроса, которые нужно решить. Это проблема инфляции, проблема, кто будет воевать. Проблема инфляции – это проблема бедных, которых просто сметут, если высокая инфляция будет, их жизненный уровень просто рухнет до нетерпимого уровня. Хотя мы знаем, что российский народ, он терпелив до безумия, но тем не менее есть пределы всему, о чем свидетельствуют истории бессмысленных и беспощадных российских бунтов. Так вот, сейчас как раз инфляция. Рубль падает, доллар взлетает, волнение. Считается, что немного в российском руководстве умных людей, и одна из них – это шеф Центробанка Набиуллина, которая, как говорится, сейчас вообще прекращает печатать деньги для того, чтобы, обуздать эту инфляцию. Вторая причина, вернее, второй компонент этого же вопроса – это необходимое наличие рублей для того, чтобы клепать новое оружие. Для этого нужно поставки нефти, нефтепродуктов, которые за последние полугодие, по-моему, этот срок в годовом исчислении упали на 47%. Плохо. То есть с экономикой плохо, и надо решать вопрос с увеличением экспорта, а это будет, согласно преобладающему количеству прогнозов квалифицированных, это будет очень трудно. То есть, скорее всего, этот экспорт будет не расти, а еще дальше падать. Отсюда будет расти инфляция, это будет напряженность на внутреннем фронте. Вторая проблема Кремля для продолжения агрессии – это живая сила. Кремль не может, несмотря на все рассуждения, подозрения, что Путин прибегнет к массовой мобилизации, западные аналитики считают, что это практически невозможно. То есть мобилизация, может, она еще возможна, но молодых неотесанных 18-летних мальчишек в бой пускать не будут, потому что возникает проблема матерей. Как считают западные аналитики, если оттуда пойдут 200-е именно из числа этих 18-летних, то матери все-таки выйдут на улицу, перекроют все и вся. Это будет катастрофа. В частности, ссылается на то, что Путин именно в этой связи даже слово «война» запретил, назвал это специальной военной операцией. Рубль падает, очень быстро падает, вот прямо сейчас, когда мы с вами обсуждаем этот вопрос. По оценке американских аналитиков причин несколько. Первое, как я только сказал, где-то в 1,5-2 раза упали доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов. Затем в первом полугодии слишком много денег было потрачено на агрессию против Украины. Это прежде всего производство боеприпасов,
систем вооружений, и дальше их нужно тоже производить. Так вот, их уже потратили за первое полугодие. Значит, растет в связи с, помимо этого, в связи с мятежом Пригожина, растет нервозность, нестабильность в стране, происходит, усиливается бегство капиталов, и в том числе деньги выводят российские олигархи, то есть богатенькие. Вот все, собственно говоря, вот это все и обуславливает ухудшение значительное экономической ситуации и экономической возможности Путина проводить долгосрочную агрессию, то есть долгосрочную войну. Следующий вопрос, значит, где же брать тогда людей? Кто будет тогда воевать, если регулярные части призывников нельзя отправлять в связи с проблемой матерей? ЧВК. То есть ЧВК будут применяться и не только применяться на настоящем уровне, но еще более активно. С Вагнером, скорее всего, будет покончено в том составе, в котором он был. Поголовное, конечно, недоверие в Кремле, подозрительность этих людей, которые, как они считают, предали так или иначе, сознательно или просто по глупости были вовлечены в этом, но доверять им больше нельзя. То есть на костях Вагнера сейчас быстрыми темпами сооружается ЧВК под эгидой «Газпрома». То есть тут решаются две проблемы. Во-первых, будет продолжаться утилизация генетического мусора, которого, надо полагать, у Путина много. То есть этих зэков и прочее будут загонять туда в качестве пушечного мяса. За таким же образом, значит, таким способом, что ли, не будут широко привлекаться к боевым действиям призывники. Третье, значит, все больше бремя финансовое для проведения боевых действий будет перекладываться на крупные российские компании, такие как «Газпром», то есть остальным миллиардерам, которые еще остались таковыми, которые еще у кормушки, надо приготовиться, потому что за «Газпромом» там должны последовать, я думаю, и другие государственные корпорации. Под Петербургом сейчас проходит модернизация базы, авиабазы, вот специально для этого «Газпромовского» ЧВК, которая должна закончиться где-то к концу этого года. Ну, а тем временем будет происходить рекрутирование в этот ЧВК, увеличение его численности, подготовка и так далее. То есть где-то он будет готов к полномасштабному применению к осени, к зиме этого года. Но надо сказать, что Запад, когда он вот смотрит на то, что происходит, он думает не только о войне, но и о том, что будет, когда она закончится. Производятся всевозможные закрытые, неосвещаемые публично конференции, встречи, клубы. Ну и вот недавно такой состоялся, где выступал, в частности, один из немецких представителей, организация которого в последнее время проводила соответствующие исследования в Украине. И вот на что он обратил внимание, на это интересное обстоятельство. Немцы насчитали, что в ВСУ пропустили через себя фактически где-то 1,2 или 1,3 миллиона человек, которые прошли через вот эту войну против рашистов. Многие из них еще находятся там на поле боя. Они наблюдали некоторых из этих военнослужащих, которые возвращались в краткосрочные отпуска в Харькове, там, в Киеве. И их потряс, вот немцев потряс вид этих людей.
Это воины. Это люди, которые прошли через огонь, воду и медные трубы. Они смотрели в глаза смерти, и поэтому они знают цену жизни. Они, видимо, поняли, вот как было с советским солдатом, который был забитым, зачуханным в июне 1941 года, но который вернулся после победы в 1945 году совсем другим на родину, увидев, что там на Западе происходит, как жизнь налажена, ну и захотел немножко другой жизни. Так вот, эти люди, прошедшие через горнило этой войны, как вот предполагают немцы, вот они вернутся, вооруженные, тренированные, которых в стадо уже не загонишь. И куда они вернутся? Где экономика? Экономики практически нет. То есть все государственный бюджет, практически львиная доля – это дотации из Евросоюза или Соединенных Штатов Америки. Но это понятно, все понятно. Но вопрос-то никуда не денется. Вот они придут. Экономическая ситуация тяжелейшая. Абсорбировать этих людей в новую жизнь, в мирную, в таком состоянии экономики будет чрезвычайно сложно. С другой стороны, коррумпированная власть, масса вопросов, которые накопилась в связи с тем, куда ушли миллиарды, а каждый день сейчас в Украине все новое откровение. И получается, что, значит, Министерство обороны – это как бездонная бочка по воровству колоссальному, беспрецедентному денег, прежде всего западной военной помощи, которая была предназначена для этих бойцов, но до них так и не дошла. И вот что тогда будет? И вот Запад уже думает об этом, хотя я не уверен, что кто-то об этом думает, скажем, на Банковой. Ну и меня спрашивают, после того, как я рассказал несколько недель назад о роли искусственного интеллекта в определении будущего развития событий. Меня спрашивают, а что вот из того, что пока не написали, не сказали, вернее, что из того, что не сбылось, пока не свершилось? Что предсказывает искусственный интеллект на будущее? Ну вот, именно искусственный интеллект предсказал вот эту историю, что будет сделан, то есть роль ЧВК будет в значительной степени расширена. Чем дальше, чем больше, значит, чем дальше будет идти война. Как долго она будет идти, сказать трудно. Есть мнение одного из аналитиков, который был таковым по военным вопросам еще в администрации Рейгана и ценился тогда. Ну, правда, он стал уже гораздо более старше, скажем так, мягко, но в здравом уме. Так вот, он говорит, что практически ни у одной из сторон конфликта, вернее как, желание есть вроде бы все это побыстрее закончить, а с другой стороны, обстоятельства таковы, что ни одна из сторон не может это, то есть не может сказать, все, давайте, стоп, давайте решать вопросы. Нормально имеется в виду вопросы, не так, как предлагает Кремль, с учетом, значит, того, что все, что мы у вас украли, остается за нами. Дальше, значит, я вам хотел бы рассказать по поводу, меня спрашивают, давайте поговорим о Вильнюсе. Ну, давайте поговорим о Вильнюсе. Завтра выйдет большое интервью в программе CBS, интервью президента Байдена, в котором он будет говорить в значительной степени о Вильнюсе. Но уже произошли кое-какие утечки. Некоторые из них произошли буквально полчаса назад. Я расскажу о последнем. Итак, перспектива Украины принятия НАТО на этой сессии, и даже не на этой сессии, я бы сказал, вообще в обозримом будущем, практически никаких. Это следует из того, что сказал Байден. Значит, еще раз, господа, я предупреждаю, то есть мы здесь собрали взрослые люди и говорим как взрослые люди. Я вам рассказываю, что происходит, что говорят аналитики, политики. Поэтому на меня там не надо кричать, что я говорю что-то, что кому-то не нравится. Я делюсь информацией с теми, кому она нужна. И мы прикидываем, исходя из того, что происходит, мы
пытаемся делать прогнозы из того, что произойдет дальше, чтобы понимать и по возможности влиять на это будущее, а не находиться в стадии, которая, значит, бессловесная, безмолвная, и которого стригут те, которые управляют этим стадом. Так вот, значит, что он говорит? Значит, прежде всего, я вам объясню одну вещь насчет вообще смысла вступления в НАТО и что такое 5-я статья. Вот если убрать всю шелуху об этом, вступление в НАТО и подпадание под 5-ю статью каждой новой страны означает, что американские бойс, американские солдаты в случае необходимости, согласно, значит, уставу НАТО, должны будут, если эта страна подверглась нападению, должны будут туда быть отправленным и быть готовым умереть за ту страну. Вот сейчас приняли Финляндию туда. Значит, не дай бог, Россия нападет, американские военнослужащие никуда не денутся, там уже не должно быть никаких разговоров, отправлять, не отправлять, все, устав есть, Конгресс ратифицировал, значит, принятие Финляндии в НАТО, все, вопрос закрыт. То есть 5-я статья – это готовность американского власти послать своих военнослужащих, у которых есть матери и которые имеют свое слово, туда, в Европу, и они должны быть готовы умереть за ту страну. На этом построена вся стратегия НАТО, начиная с его формирования, начиная с холодной войны. Все учения проводятся таким образом. Значит, сначала Советский Союз, а сейчас гипотетическая Россия нападает на одну страну НАТО. НАТО, вот те другие страны, которые в Европе, имеющимися силами обороняются сколько можно, ну, недельку, так, желательно. Ну, сейчас может быть побольше, конечно, с тех пор, как Россия показала свою истинную армию, а не фейковую, да, которую средства массовой информации изображали. Сейчас можно ее и разгромить, наверное, может быть, силами той же Польши, но тем не менее, значит, вот вторгается Россия в страну Восточной Европы, остальные европейские страны НАТО организовывают оборону, сколько потребуется для того, чтобы американские войска, значит, по воздушному мосту были переброшены в Европу, и вот тогда они наносят уже, вступают в бой с противником, наносят удар. То есть это очень важно понять. Вот Украина, если бы была главой НАТО, то же самое, значит, какая-то страна, там Буркина-Фасо, хочет в НАТО, и украинские матери, да, и украинское правительство, и вообще общество должно дать согласие. Окей, пусть эта страна вступает в НАТО, если что, мы направим своих туда, ну да, там погибнут они или что-то такое, но надо, чтобы их защищать. Вот что это такое. То есть, по большому счету, нужно, вот то, что я говорю неоднократно, нужно, чтобы Америка, прежде всего, потому что она несет всю эту ответственность жизнями, если потребуется, осознала свою необходимость и готовность умереть вот за ту страну, которая сейчас вступает. А для этого нужно доверие. А поскольку представлять новую страну в НАТО будет ее так называемая элита, то Америка должна принимать эту элиту за свою, и готовность, знаете, в воровском мире это называется тянуть мазу. Так, чтобы совсем понятно было всем. Нас тут много, может быть, многие из орковского мира заглядывают, так, чтобы было понятно, да? Доверие, чтобы не выделывались, не читали тебе нотации, что ты должен сделать, что Америка должна сделать, потому что недавно же так прозвучало. То есть из Белого дома, то есть Байден сказал в этом же интервью, что еще много что должна сделать Украина, а в ответ официальные представители Украины начали рассказывать, что Америка должна сделать в плане улучшения работы НАТО. Надо запомнить, устав в чужой монастырь нельзя ходить со своим уставом и требовать изменения устава. Не хочешь – не иди туда.
Тебя ж никто туда не заставляет. Но если ты хочешь в чужой дом зайти, надо по уставу. Вот возьмите Швецию, допустим. То сейчас остался один, хотя вопрос с ней будет решен. Это Эрдоган. Он пообещал, то есть еще на этой сессии вроде бы не примут официально Швецию, но Эрдоган обещал снять возражения и сказал, что, значит, об этом будет объявлено, о готовности снять вооружение в ближайшее время. Так вот, для этого Швеция изменила свою конституцию, ужесточила закон по борьбе с терроризмом. Причем надо понимать, что Швеция – это такая страна, если она принимает законы, то она их будет выполнять. И сняла эмбарго на поставки вооружений в Турцию. Вопрос о борьбе, так сказать, с терроризмом, он очень щепетилен для Швеции, потому что представителей рабочей партии Курдистана очень много в Швеции оказалось, они даже парламентариями стали. И Швеция, они прошли целый ряд из них через суды, где доказали, что их нельзя депортировать по политическим соображениям в Турцию. И вот теперь все это надо, значит, менять, и шведы на это пошли. Так вот, что сказал Байден, согласно последней утечке. Я не считаю, что они, он имел в виду руководство Украины, готовы вступить в НАТО. Но дело вот в чем. И тут он объявляет. В НАТО нет единства по вопросу о принятии Украины в НАТО. Причем подчеркиваю все время сейчас. Без этого единства ставить вопрос о принятии НАТО просто бессмысленно. Он объясняет, значит, что такое. Сейчас идет война, у нас есть 5-я статья, его же собственная декларация «не пяди территории НАТО врагу, если он вторгнется, имеется в виду в Россию». То есть, если мы принимаем сейчас, то мы автоматически входим в войну. Окей. Что дальше? Что дальше? Какая дальнейшая перспектива? Он говорит, мы должны поработать над процедурой. Во-первых, он, значит, сказал, что? Он сказал, что им, имеется в виду руководство Украины, еще много над чем нужно работать. Первое он назвал демократизация. Ну, вы, наверное, это знаете. Это включает, с моего, так сказать, как говорят, humble opinion, по моему скромному суждению, разблокирование, вернее, уничтожение той мафиозной структуры, которая возникла антиконституционным путем сейчас в Украине, о котором мы с вами, во всяком случае, я давно говорю. То есть страна должна, ее органы государственные должны действовать в соответствии с тем, как это записано в Конституции, а не так, как это сделали в офисе президента Украины. Это первый вопрос. А дальше, говорит, и целый ряд других вопросов. Целый ряд других вопросов я вам могу назвать сразу. И вы, наверное, тоже сейчас сделаете раньше меня. Коррупция и, ну, вы понимаете, да? Это иностранная агентура. То есть на плечах украинских представителей в НАТО, которые будут представителем нынешней элиты, когда она войдет туда, Украины, ФСБ не заползет в НАТО ни в коем случае. Пока с этим не будет закончено, извините, может, вы слышите тут какие-то повизгивания, это моя дорогая собачка тут находится. Мы одни сейчас сидим дома, некуда ее девать, поэтому, по-моему, она выражает некую обеспокоенность тем, что я говорю. Может, ей не нравится это. Ну, что делать? Так вот, значит, что предлагает? Что он говорит? Значит, есть целый набор требований, которым они должны соответствовать. Это только по демократизации. Да и целого ряда других вопросов. Этот вопрос пока это, то есть процесс приведения украинской государственности, причем обратите внимание, тут речь не идет о ВСУ, там вопрос закрыт, как мы говорили, не идет вопрос о стране и народе, речь идет исключительно о государственной структуре. Так вот, по его мнению, этот вопрос займет времени, может быть, немало. Я по этому поводу достаточно долго, продолжительно говорил с Зеленским. И сказал, что пока этот вопрос длится, пока Украина будет проводить соответствующие реформы,
Мы готовы будем предоставить Украине такие же гарантии, как и Израилю. О этих значит, гарантиях Израилю я вам рассказывал, на них держится вся безопасность Израиля. Израиль, кстати, не выражал никакого рвения вступать в НАТО, потому что они не хотели быть связанными рамками НАТО. Политическая элита страны хотела независимости, поэтому вот они остались независимыми, заключив договор, значит, соответствующий. Израиль подписал те гарантии, то соглашение безопасности, которые их устраивали, не налагая на них никакого обязательства, как накладывается на другие страны НАТО. Что значит это, по словам Байдена, эти гарантии? Мы готовы будем поставлять им оружие, но так же, как Израилю. Все те вооружения, которые им, возможно, понадобятся для того, чтобы себя защитить. Это в случае, если, значит, сначала, ну, сейчас поставляется оружие столько, сколько надо, сколько они говорили. Потом, когда подписывается соглашение о прекращении огня или перемирие, или мирный договор, в конце концов, то есть Украина будет нашпигована этим оружием, как мы раньше с вами говорили, до зубов, чтобы Мордор даже не посмел подумать в будущем, дабы опять возобновить эту агрессию. То есть надо изучить этот вопрос, не кричать сразу, там, нас это не устраивает. Израиль живет и процветает при, значит, этих условиях. Конечно, у него другая ситуация, у него под боком нет такого Мордора, как Россия, но Байден говорит, что мы будем давать столько им нужно оружия, чтобы, значит, не дать, чтобы они могли себя защитить. Израиль дает столько, чтобы защитить себя от окружения Израиля. То есть Украина должна получить такое оружие, которое позволит защитить от путинской России или какой-нибудь там другой России, которая будет после Путина. Но, повторяю, говорит Байден, насчет процесса вступления в НАТО. Это может занять долгое время, потому что этот процесс о демократизации целого ряда других вопросов. Из чего, господа, я могу сделать вот какой вывод промежуточный. Хотя очень хочу, чтобы он не сбылся. Учитывая, что администрация ОПУ под руководством регента, де-факто регента Украины по фамилии Ермак, фактически саботирует любые реформы, которые могли бы привести к НАТО, а иногда просто и вызывающе так себя ведет. Но чего уж писали в украинских средствах массовой информации, чего стоит назначение этой дамы по фамилии Дума на пост, который, значит, сопряжен с денежными средствами отслеживания, попыткой возвратить, ну, то есть на денежную жилу посажена, которая в свое время принимала участие в дискредитации значит, президента, ну, тогда он не был еще президентом, Байдена, под руководством агента ФСБ Деркача. Вот ее назначение, вот что это такое? Это демарш? Или это просто идиотизм? Или же это тонкое выполнение заданий из ФСБ? Вот сделайте так, чтобы не приняли в НАТО. То есть, с одной стороны, идет болтовня официально, примите в НАТО, мы уже, наши бойцы, это другие люди, это не вы, не те, которые сидите в теплых кабинетах, воруете миллиарды и делаете красивое заявление. А на деле, значит, то есть заявление «возьмите нас в НАТО», а на деле «да пошли вы нафиг, вы сначала сами там разберитесь в своем НАТО, да и сейчас я вам Думу посажу на очередную золотую жилу, а вы Думу думаете». Вот, поэтому, значит, вот, на мой взгляд, происходит просто саботаж. Вопрос о коррупции не решается. Воровство, то есть каждый день приносит новые захватывающие дух по размеру украденных уже средств. То есть переплюнули, наверное, все предыдущие администрации вместе взятые.
Ну и какое НАТО? Я думаю, что вообще так по большому счету стране надо соглашаться на израильский вариант, потому что он позволит защитить страну, пока вот до очередных выборов. Потом народ пусть скажет свое слово. Что скажет, то и будет иметь, между прочим. Вот. А пока надо страну защищать и брать то, что предлагают. Ну, перейдем к следующему вопросу. Фейк. Несколько дней, дня 3, по-моему, уже распространяется фейк о том, что администрация Соединенных Штатов ведет тайные переговоры с Лавровым о чем они могут вести? Опять Украину сливают, да? Так вот, это оказывается полным фейком. По этому поводу в своем брифинге в пятницу сообщил помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Лавров действительно, был контакт с Лаврова, но не представителей Соединенных Штатов, а представителей Совета по внешней политике. Есть такая организация общественная, да, там серьезные люди сидят, профессора всевозможные, но это так, одна из научно-исследовательских мозговых центров, там сидят люди, которые где-то как-то тогда работали, но они во всех, возьмите любой мозговой центр Соединенных Штатов Америки, там работают люди, которые когда-то где-то имели отношение, то ли в Госдепе работали, то ли в Пентагоне и так далее. Вот. Значит, Салливан однозначно подчеркнул, что никаких месседжей через этих людей администрация Лаврову, а через него в Кремль не посылала и никаких месседжей в обратном направлении не получала. Подчеркивается, что масса людей, частных американцев, имела, как сказал Салливан, 75 лет. Частные американские лица встречаются сначала с советскими представителями, сейчас с российскими представителями встречаются. И это никак не влияет на политику Соединенных Штатов Америки. Значит, кто там был? Вот скажу. Значит, Совет по внешней политике. Его уходящий, он уже ушел фактически, да. Совсем недавно, пару недель, тройку, где-то недель назад. Ну, то есть вопрос, он уже уходил, уже месяц уходит. Сдает дела. Человек по фамилии Хаас. Он очень серьезный человек, очень серьезный исследователь, с большим авторитетом в научном мире Соединенных Штатов Америки. Ну вот с многими из них, особенно интеллектуалам, а он еще и либерал, они особо чувствительные люди. У них иногда с возрастом под закат карьеры едет крыша. И вот я заметил, что у него где-то так у него что-то случилось, потому что пару недель назад он опубликовал статью в Нью-Йорк Таймс, смысл которой заключался в том, что все проблемы в мире происходят из-за Соединенных Штатов Америки. Там есть сермяжная правда, о чем он говорит. Ну, например, то есть нам трудно проводить долгосрочную политику, потому что меняется президент, а он меняется в зависимости от развития внутриполитической ситуации в США. А от нее масса зависит. Там вопросы абортов, инфляции, ну, чего угодно. Там, владение оружием и все такого прочего. И вот на основании этого решается, кто будет следующий президент. Он приходит на основании отношения избирателей к абортам, там, 5 месяцев, 5 недель или 6 недель. И в связи с этим может поменяться стратегические направления американской внешней политики. Вот сейчас придет Трамп, и все. Стратегически все поменяется, потому что аборт – один из первых вопросов. Ну вот, то есть, он говорит, мы вносим нестабильность в международные отношения. Ну, где-то как-то так оно, да, есть сермяжная правда, но с другой стороны, уберите вы этого полицейского, и вместо этого, значит, будет заправлять товарищ Си и товарищ Пу. Лучше это будет, хуже будет, поэтому, ну, что ныть? Либерализм свой проявлять. Вот так он, значит, разочаровался, занимался всю сознательную жизнь внешней политикой и разочаровался. Второе – это некий господин Купчан,
Чарльз Купчан, о котором я вам рассказывал еще в ноябре, по-моему, 22 года, в одном из своих, да, 4 ноября 22 года. Хотите, вернитесь, найдите, значит, соответствующее видео. Это профессор одного из вашингтонских университетов, Джорджтаунского университета, престижное заведение, и старший научный сотрудник Совета по международным отношениям. Этот вообще, значит, гнул свою линию с самого начала. Линия состояла вот в чем. Значит, ребята, да, Путин изверг, да, они творят ужасные вещи, да, в какой-то степени, значит, надо Украине помочь, но нельзя так помогать, чтобы, значит, вот эта проблема Украины, которая сейчас в Украине, чтобы она превратилась в стратегическую политику мирового, значит, масштаба, которая может привести к Третьей мировой войне. А как она может привести? А вот он критиковал администрацию Байдена, что слишком много отдали. То есть мы поставляем оружие, мы даем деньги, а они там что хотят, то и воротят. Это, кстати, вот пересекается с мнением, вернее, заключением ЦРУ, которое опубликовала недавно, я вам рассказывал, журнал Newsweek. Поэтому, значит, несколько у него вариантов. Во-первых, мы помогаем. Кто помогает, тот и музыку должен заказывать. То есть все поставить под жесточайший контроль, но он имел в виду не только контроль за деньгами и оружием, он имел в виду все вплоть до планирования военных операций. Ну, как она делается сейчас по уму, без, так сказать, излишних публичных обсуждений, это не надо делать. Вот. Но он еще настаивал на том, что вот все влияние, то есть США должны диктовать вот до такой степени, что должны указывать, когда надо заканчивать военные действия и начинать переговоры с Российской Федерацией. То есть он мне никогда не нравился, абсолютно. Это такой вот это... В Госдепе он когда-то работал. Городил вот эту всевозможную ерунду, но, повторяю, к администрации Соединенных Штатов никакого отношения не имеет. Это вот отчаяние, в отчаянии. С Лавровым никто же из официальных лиц не встречается. Как-то так, наверное, российская разведка болтается по различным общественным организациям США, вот вышли на совет политики, это самое, по международной политике, нашли там людей, которые готовы были встретиться с Лавровым, ну, посидели, поговорили. Для Лаврова это прорыв, наверное, и для Кремля. О, мы поговорили с американцами. Я вам скажу, это прорыв. Я помню, в середине 80-х я здесь был, работал, просто... добиться того, чтобы помощник сенатора, влиятельного сенатора, с тобой встретился и согласился поговорить час, это уже было серьезным прорывом с точки зрения центра. Шеф тогда говорил, резидент, все, американцы пошли на контакт. Ну, вот где-то примерно так американцы, то есть это, наверное, было оценено Лавровым, на самом деле это полная фигня. То есть фейк, никаких переговоров Соединенные Штаты как государство тайных ни с каким Лавровым, вообще ни с кем не проводили. И подтверждением тому является, что практически сразу после того, как якобы произошли вот эти переговоры, президент Байден принял решение о поставке новых боеприпасов, новых снарядов. Это кластерные, как они называют здесь в США, или кассетные боезаряды. Значит, я вам должен объяснить, что это такое. Вы, наверное, уже слышали, я вам объясню глобально, что это вообще значит, потому что это значит очень много стратегически. Первое. Почему они появились? Почему сейчас? Вообще, сначала расскажу, что это такое. Значит, вот это кассетный снаряд, он содержит в себе примерно где-то от 30 до 70 более маленьких снарядов, по-моему, до 72 более маленьких снарядов величиной с гранату, с ручной гранаты. То есть он разрывается,
вылетают вот эти другие, их называют бомбочки, и они, в свою очередь, разрываются. Таким образом, получается не одна точка удара, как бывает с обычным снарядом, а вот эти бомбочки, они покрывают площадь, эквивалентную 4 футбольным полям американского футбола. Их 2 вида этих снарядов. Конусовидный – это для поражения бронетанковых объектов, бронетехники, и осколочный для поражения живой силы. То есть площадь поражения вырастает колоссально, убойная сила колоссальна. Проблема. С ними есть серьезная проблема. Проблему вызывает то, что какая-то часть вот этих бомбочек, она не взрывается, падает на землю и лежит как мина замедленного действия. И теоретически через много времени какое-то гражданское лицо может идти, зацепить и быть убитым этой миной. Вот это и есть проблема номер 1 этих боезарядов. И поэтому была подписана Международная конвенция в Осло о запрещении их. По настоящий момент подписали эту конвенцию около 120 стран. Из стран НАТО подписали Великобритания, Франция, Германия и еще, по-моему, одна страна. Соединенные Штаты, Россия, Украина не подписывали. Россия применяет их с самого начала агрессии. И подсчитано, что вот этих таких бомбочек они разбросали по территории Украины сейчас в ходе применения этих снарядов десятки миллионов. Вы вдумайтесь, десятки миллионов. То есть это чудовищная цифра. И каждая из них, она несет смерть, повреждения и так далее. Проблема, значит, самая страшная проблема, помимо того, что они не взрываются, в каком количестве они не взрываются. И вот это очень важно, потому что если там из 72 этих бомбочек там не взорвется одна, это одно дело. А если не взорвется, вот российских, их не взрывается от 30 до 40%. То есть это чудовищно. Они кувалдой, наверное, их делают, как все остальное. Это чудовищная цифра. То есть десятки миллионов разбросано, из них 30-40% лежат где-то в земле, не разорванные. И это колоссальная опасность для мирного населения. Поэтому все это придется потом, после окончания войны, в Украине придется это все разминировать. Американцы сказали, что будут помогать. Это колоссальная просто работа. Вот потому они запрещены. Значит, американские вот эти кассетные боеприпасы, у них количество неразрывающихся бомбочек этих так называемых не превышает 2,37%. Долго ломали голову вот союзники по НАТО, надо же было согласие. И даже Германия, в конце концов, которая подписала конвенцию в Осло, даже она в конце концов согласилась, потому что, вопрос так, Мордор уже раскидал миллионы неразорванных этих, они уже там лежат, их 30-40%, поэтому наши 2,37%. Там же, на той же территории боевой, они не внесут никаких там реальных изменений. Более того, значит, они будут применяться только на поле боя, а это поле боя, оно там, где оно уже давно, с февраля, как правило, с февраля прошлого года. Ну и плюс все равно придется разминировать, все равно американцы сказали, будем разминировать. И на этом и порешили. Почему сейчас? То есть долго не хотела администрация в связи с конвенцией в Осло. Хотя, повторяю, американцы и Украина не подписывали эту конвенцию. Наметился вот сейчас, я не скажу, что кризис, но переходный, как американцы говорят, мостик. То есть мы подходим к тому моменту, когда военно-промышленный комплекс, прежде всего Соединенных Штатов Америки, уже
на полную катушку работают по производству обычных снарядов. Они используются, как говорят, в исторически беспрецедентных масштабах, как со стороны ВСУ, так и со стороны Мордора. И новые мощности заработают на полную, простите за тавтологию, мощность осенью, где-то в сентябре, в октябре месяце. И вот с сегодняшнего дня по вот этот сентябрь-октябрь нужно сделать так, чтобы не было нехватки боеприпасов у ВСУ. И вот для этого дают вот эти кластерные или кассетные бомбы. То есть они с лихвой пополнят возможные или невозможные какие-то временные затруднения в поставках одиночных снарядов. Но это продлится всего недолго. И, как они говорят, значит, представители администрации, как только в достаточной степени заработают новые мощности в США и в Европе, тут же перейдут к старой практике. Их вот эти кассетные перестанут поставлять. Значит, это первая причина. Значит, это как бы на время вот этого мостика передают. Салливан на пресс-конференции сказал, что не будет никогда у такой ситуации в ВСУ, когда у них будет нехватка необходимого оружия. Ну, имелось в виду, прежде всего, боеприпасов. И второе, значит, надо иметь в виду, что это оружие наступательное. То есть речь идет о придании дополнительного оружия для развития наступления ВСУ. То есть все делается с умом, по большому счету. Несколько недель разведка боем со стороны ВСУ определили, где есть какие проблемы. Мы с вами их уже обсудили. Их не так много, этих проблем. В частности, Ланцет этот, корвет, правда, еще говорят, российская ракета. Ну и решили вот, что вот таким образом можно изменить ситуацию. Работают полным ходом. То есть курс на наступление, то есть отдачи ВСУ по мере возможности все, что необходимо для наступления, он по-прежнему существует. В связи с этим 3 видных члена Палаты представителей, это где решается вопрос о деньгах, значит, сделали заявление. Это председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Макол, член этого же комитета Риш и член комитета по вооруженным силам Сената, это уже сенатор Викер, все республиканцы. Они приветствовали решение. Кстати, говорили давно, что это надо сделать. Дальше, значит, они сказали, что надо самым срочным образом отправлять Атакамс. И, видимо, к этому делу идет, потому что, Storm Shadow англичане посылают, Скальп французы, что теперь, и после значит, кассетных снарядов, что сидеть с Атакамс. Я вам говорил раньше, что основной вопрос до сих пор, последний, он был технический. Там возникла проблема с комплектующих по производству этих самых снарядов Атакамс. Но вроде они все решили. Будем надеяться, что вопрос находится на последней стадии. И вот главное, на что я хочу обратить ваше внимание, заявление этих 3 конгрессменов, не конгрессменов, законодателей республиканцев. Следующее, цитирую. «Ошибочный страх этой администрации перед эскалацией войны, это имеется в виду, пугалки Путина, что если что-то мы...» Так вот, ошибочный страх администрации перед эскалацией при предоставлении критически важных систем вооружений, тут он перечисляет Хармарс, Абрамс, а теперь, значит, вот этих кассетных боеприпасов, только затягивает войну. Они резко выступают против вот этой ошибочной оценки. Я с ними абсолютно согласен, и мы с вами это говорили, что мы с вами не верим
и как показал режим, не режим, а мятеж Пригожина, он ясно, это был лабораторный тест или опыт над свинкой морской под фамилией Путин, который показал, что когда действительно над ним возникает опасность, он не нажимает на красные кнопки, не предпринимает безумных действий, он думает о своем спасении и идет на компромисс. Вплоть до того, что фактически тот компромисс, который он сделал с Пригожиным, это все равно, что он сам себе плюнул в лицо. Над ним до сих пор весь мир смеется, позор на весь мир. Он рассчитается задним числом с Пригожиным, но он опозорился. И тем не менее он пошел на это. Поэтому вот эта чрезмерная озабоченность фантастическими вымышленными красными линиями со стороны Белого дома лично лично для меня она вызывает растущее раздражение. Я вам скажу, что я вам говорил, что я не принадлежу никакой партии, я независимый. И если сейчас появится любой претендент на пост президента Соединенных Штатов, который подтвердит вот эту формулировку, что мы должны наплевать на эти красные линии и давать по максимуму Украине сейчас для полной победы и скорейшей, я за него проголосую. Пусть он будет республиканец, независимый или кто угодно. Пора заканчивать с этим делом. Пора заканчивать с этим делом. Ну, несколько вопросов еще по поводу техники. Вот мне в качестве обратной связи из Украины люди, которые считают, что они специалисты в этом вопросе, шлют свои соображения, рассказывая о том, как они думают, вооружение лучше подходит для Украины. Было толковое предложение несколько месяцев назад по поводу того, что надо минометы, даже указывали какие. Я это огласил, и о ужас или о радость, тут же вскоре поставили эти минометы. Может, это была случайность, но как-то так свершилось. Теперь пишут, значит, во-первых, западные аналитики утверждают, что танков у Украины сейчас больше, чем у орков. Больше у Украины танков. Поэтому вот некоторые зрители у меня до сих пор спрашивают, где наши танки, где наши дальнобойные ракеты. Storm Shadow это не дальнобойные, или Леопард это не танки. Так вот, больше уже. Примите это, наконец, сведения. И снарядов тоже будет больше. Но вот теперь мне шлют те же эксперты соображения свои по результатам использования этих новых западных танков. А ведь сколько разговоров было, дайте нам леопарды, мы их порвем. Так вот пишут, что эти танки не стоит тратить на них денег. Не оправдывают себя, потому что радиус атаки у них не тот. Ну вот, понимаете, сколько было шуму, гамму, дайте танки и все. Теперь примерно такое же дайте F-16. Это говорят те, как правило, гражданские лица, официально, от лица Украины. А летчики говорят, которые при деле, не в отставке, а при деле, как я вам говорил, не то, что говорят, а пишут, дайте МиГ-21. Но дело не в этом, там МиГи, F-16 и так далее. Я хочу объяснить вот тем, которые знают, какие вооружения надо, и тратят свое время. Ну, наверное, это надо делать. Делай, что считаешь нужным, и будь, что будет. Но я должен вас разочаровать. Глубоко ознакомившись с процессом заявок со стороны Министерства обороны, а там еще агентство есть, по закупке вооружений. Оба учреждения находятся под контролем, значит, Ермака. На одном сидит Гаврилов, на другой сидит Шарапов. Так вот, вопрос о том, с технической точки зрения, с военной точки, что нужно Украине, что мы закупим, он не стоит на первом месте.
на первом месте стоит вопрос, сколько за это будет получено комиссионных, откатов, компенсаций и так далее. Поэтому мы можем продолжать обсуждение здесь у меня на этом. Какие лучше, какие хуже. Но, повторяю, это не стоит вопрос практической плоскости на первом месте. Тем не менее, господа, тем не менее, все движется к тому, я в этом уверен, что победа будет за вооруженными силами Украины. За этим стоит, несмотря ни на что, администрация Соединенных Штатов и НАТО. Поэтому слава Украине, ее вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. А вам, друзья, как всегда, выдержки, мужества и твердой уверенности в нашей конечной победе. До новых скорых встреч!